Хотим вам сообщить, что на Землю высадилась межгалактическая экспедиция в поисках разума. Из космоса эта планета показалась заслуживающей внимания. Во всяком случае, на ней было столько воды при этом ракурсе, Смотрите, что, вы знаете, очевидно, да, в что ней это, должна была жизнь быть. ну да, что это на самом деле снимок Земли из космоса, просто это не такой гладящий человечество привычный снимок, когда видны континенты, а это, ну вот наша экспедиция подлетела со стороны Тихого океана. Со стороны Тихого океана Земля совершенно не Земля, а вода. На этой планете, как заявляют местные жители, выявлено, описано 1,5 миллиона разных видов жизни. Есть предположение, что на самом деле их значительно больше, их порядка 8 миллионов видов жизни, но открыто на сегодняшний день человеческой наукой и описано, документировано больше 1,5 миллионов, 1,600 тысяч. Единственный вид, населяющий эту планету, 8 миллиардов, считает, даже в самом названии поставил себе слово «разумный», да, Homo sapiens. Единственный такой вид. Но это само название, это ничего для нас с вами, представляющих инопланетную экспедицию, не значит. Да? Этот вид называет себя разумным. Ну, его право, каждый выбирает себе имя как может. Но действительно, очевидно совершенно, что это единственный вид жизни на планете, который пользуется одеждой. Поэтому, несмотря на то, что его представители называют себя Homo sapiens, мы предпочитаем называть его пока, да, не доказано другое, мы с вами сегодня попробуем это доказать, как сможем, но мы предпочитаем называть этот вид animal vestitus, то есть животное одетое. Вместе с тем существуют на планете другие модели и другие виды жизни, которые способны претендовать на разум. Ну, в частности, еще на подлете к этой планете мы обнаружили, мы с вами говорили, да, что она больше, чем на 70% покрыта водой. Вода – это условие жизни. Естественным образом для нас, как инопланетной экспедиции, было предположить, еще до приземления, предположить, что если здесь есть разум, ну, конечно, его надо искать в воде, потому что разумная жизнь всегда максимально непосредственно связана с животворящей средой. Животворящая среда, дающая жизнь, это вода. Ее на этой планете много. И вот так просторно жить, нам показалось, что прежде всего нужно искать этот вид жизни разумный в воде. И те, кто участвует в нашей экспедиции не первый раз, помнят хорошо, что непосредственно в этом зале на предыдущих сессиях мы довольно подробно и неоднократно рассматривали вид жизни, который, несомненно, мы вместе, это пройденный этап, мы доказали, что он разумен. И это обитатели морей и океанов, древнейшие носители воплощенного сознания на этой планете, обладатели самого крупного мозга, самого большого сердца и так далее, это китообразные. В этой связи сегодня мы не будем говорить о китах. И даже в прошлый визит на эту планету была подписана декларация о правах и свободе китов и дельфинов. Если вы знаете, это как раз вот с помощью некоторых представителей местных жителей. Сегодня у нас с вами очень необычная сессия, потому что здесь так или иначе присутствуют делегации, да, или представители самых разных видов жизни, каждый из которых так или иначе может претендовать на разум. Мы с вами договаривались заранее, что каждый приходит в таком обличии, в котором он видит хотя бы периодические проявления разума. Многие из вас, животных, да, прошли так называемый зеркальный тест, придуманный людьми для хоть какого-то маломальски описания разумности, да, животного мира, задумываясь о том, что что-то здесь должно быть.
когда все входили, наши фотографы постарались снять портреты входящих. И сейчас, прежде чем мы начнем уже содержательную часть, мы предлагаем посмотреть эти портреты. Включайте, пожалуйста, следующее там слайд-шоу. У основного вида, однако, не присутствует при этом критериев разумности. Они не пришли к общему соглашению, что такое разум. Почему, наконец, мы пришли к тому, чтобы сегодня целиком посвятить сессию представителям этого вида? Потому что они сами согласны с тем, что Земля вступила в эпоху антропоцена. Да, все знают, что это такое. Это означает, что сейчас действительно с этим, я полагаю, никто в зале спорить не может, какой бы вид жизни он сегодня не представлял здесь. Человечество стало основным условием продолжения жизни на планете. Это антропоцен. Да? И, соответственно, сегодня знаете, вот я как скажу, сегодня в этом зале слушается дело о животном одетом. И нам с вами предстоит принять решение о его разумности. Вот, собственно, для чего мы собрались. Это непростая задача, потому что вот Николь только что сказала, вы посмотрите, если интересно, в Википедии и так далее. У человека не существует критериев разумности до сих пор. Да, ну то есть, вот как сделать мобильный телефон, например, известно, а что такое, каковы критерии разумности, ну пока наука человеческая не договорилась. В качестве облегчения задачи вам и облегчения задачи экспедиции мы решили рассматривать вопрос по 3 основным направлениям. Первое – это взаимодействие основного вида с планетой, на которой
он живет. Второе, просто с планетой как целым. Второе, взаимодействие с видами, совместно с которыми он населяет эту планету, как простраиваются эти взаимоотношения. И третье, это взаимоотношения внутри своего вида. Вот по этим 3 пунктам мы собирали информацию. И сегодня мы постараемся избежать домыслов или интерпретаций и сосредоточимся только на цифрах и фактах. Это сложно, это занудно, поэтому предлагаем вам набраться терпения. Забыли мы сказать, что, тем не менее, знаете, как на соревнованиях, на олимпиадах и так далее, есть обязательная программа, есть произвольная программа. Вот это важно иметь в виду с самого начала, потому что есть 3, только что мы их сформулировали, 3 вопроса. Обязательные программы, по которой анализируется на предмет разумности любая цивилизация и любой вид жизни. И 4-й вопрос – это то, что не входит в обязательную программу, но может повлиять на принятие решений, тем не менее. Это так называемая произвольная программа. Вот такая у нас история есть. Следующую фотографию, пожалуйста, покажите. Сейчас наша экспедиция высадилась на планете в очень существенное время, когда вдруг, знаете, такой стоп-кадр сделан. Вот мы недавно человеческий фильм «Матрица» видели, там, помните, пули такие летают, и вот этот вот там сверхчеловек какой-то, он умеет останавливать пули, задумчиво ходить между ними, рассматривать их с разной стороны и так далее. Вот те 2 года, что эта экспедиция работает здесь, они совпали непосредственно с вот таким вот периодом практически остановившегося мгновения. Я не буду перечислять сейчас то, что наверняка навязло у всех в зубах, экологические всякие там тревоги и так далее. Это и конец лесов, да, истребление лесов, изменение климата, таяние льдов, да, там, загрязнение атмосферы, истощение естественных ресурсов и так далее и тому подобное. Мы ограничимся просто каким-то количеством достаточно ярких примеров, которые показывают, до какой степени сейчас планета искусственным образом, антропогенным, превращена в мусорную свалку, опасную для жизни в прямом смысле слова. Покажите, пожалуйста, следующую фотографию. Вот мы недавно сняли, буквально 2 месяца назад, вот такую вот красоту. Мы оказались на маленьком островке, и там вместе с экипажем нашего корабля мы пытались расчистить крошечный островок посередине моря, удаленного от всех центров цивилизации. Слушайте, у нас заняло это там часов 6, и мы понимаем, что мы на самом деле вытащили 1/4 часть того, что там лежит. Вот, то есть это просто вот как бы такой пластиковые острова. Ежегодно в океан выбрасывается, обещали цифры, получаете, 400 миллионов тонн токсичных отходов и отходов с содержанием тяжелых металлов. 400 миллионов тонн. На сегодняшний день основательно меньше, это очень оптимистическая цифра такая, на самом деле это не так. Меньше 3% мирового океана не заражено, вот, в том числе этими отходами. Большой барьерный риф – это одно из крупнейших живых скоплений на этой планете. Он виден даже из космоса. И размер его 2000 километров. И на протяжении 5 лет он находится на грани жизни и смерти. Было уже заявление о том, что он умер, но еще пока... Трижды объявляли его умершим. Это самое большое живое существо на планете. Трижды объявляли его умершим, но власти Австралии, которые много действительно сил тратят на то, чтобы его поддерживать, не соглашаются с этим. Поэтому он так балансирует на грани жизни и смерти. Слышали, наверное, про сложившийся мусорный континент. Оказывается, он был предсказан в 1988 году.
Его появление было предсказано в 1988 году. Понимаете, как недавно это было только предсказание, которое воспринималось как апокалиптическое. И кто-то из ученых сказал: ребят, если так дальше пойдет, в 1988 году сказал, да, то мы скоро поимеем целый мусорный континент. Ну, ему, естественно, сказали: так, иди, гуляй, мальчик, это, не гони волну. Сейчас его площадь составляет 1,5 миллиона квадратных километров. Это 3 площади Франции. Можете представить, это то, что сейчас навеялось. Или с площадь мусором Франции сюда, да. плюс площадь Германии, плюс площадь Италии, плюс площадь Португалии. Есть еще, помимо этого, собирается еще 4 пятна в разных других регионах. Ну, они уже собранные, да, но они чуть меньше, но есть еще 4 мусорных пятна. Следующую фотографию, пожалуйста, как купаются в океане люди разумные. Загрязнение пластиком за 40 лет в 10 раз выросло. Сейчас микропластик находится высоко в горах. Вот, например, из Африки и Северной Америки был обнаружен в французских Пиренеях, в горах, на высоте 2800 метров. Девственно чистые снега, казалось бы, да? И любая проба, без исключений, любая проба этого снега, она показывает наличие частиц Занесен микропластика. он был туда воздушными потоками. Мы во время экспедиции в разных местах брали пробу песка, и в любой части света в составе песка сейчас есть микропластик. На необитаемых островах, понимаете? То есть там это в частях света, где не существует экономики как таковой, в общем, да, промышленности вообще нет, никто ничего не производит, и любая горсть песка, без исключения, да, показывает наличие микроскопических частиц пластика, то есть это пластик в каждой рыбе, этот пластик везде, этот пластик, он, вы понимаете, он не распадается там десятилетиями и столетиями, да, и, ну, к чему приводит, понятно. Ну, вот, онкология, там, да, все наблюдают. Вымирание видов сейчас происходит в 500 раз быстрее, чем это адекватно для нормального эволюционного процесса. Я прошу прощения, мы закончили с первым вопросом, потому что, ну, экономим время, да, мы дали несколько примеров по поводу первого из 3 вопросов, это каково отношение с планетой в целом. Переходим к второму вопросу с отношениями с другими видами жизни. Ну, вот было сказано, да, что вымирание видов сейчас происходит в 500 раз быстрее, чем предусмотрено эволюцией, и в 100 раз быстрее, чем всего век назад. В 100 раз быстрее, то есть темпы вымирания видов вот такие. На грани исчезновения находится больше 14 тысяч животных. Ну вот, в настоящий момент, по официальным данным. У нас здесь есть тигры. 4 тигра. 4 тигра. Очень круто. Угу. Знаете, сколько осталось сейчас тигров? Сейчас же год тигров, поэтому, да? Тигров сейчас на планете осталось 4000. 4000. Ну, меньше, 3900 говорят. Меньше 4000. Это получается 1 на 2 миллиона человек. На каждые 2 миллиона человек есть 1 тигр. 4 из них сейчас здесь. Это редкий случай. И, ну, то есть, коротко говоря, в сотни раз больше пластиковых масок тигров, чем живых тигров на планете. Ну ладно бы просто тигры, да, ситуация это с разными видами жизни. Исчезают насекомые, вы знаете, наверное. Ну, то есть все насекомые в разных регионах. В Китае исчезли практически пчелоопылители. Без них ничего не растет и не опыляется. Но в Китае легче, там много китайцев, и они опыляют, это не анекдот, они опыляют вручную пульверизаторами. Но и в разных других регионах люди жалуются примерно на то же самое. Помимо естественного вымирания, ну как естественного, просто вымирания, естественно, есть часть, которая касается животных, когда их убивают для разных целей. Пожалуйста, вот у нас есть фотография следующая. Да, такая красивая. Вот 200 миллионов животных убивают каждый день ради еды. Каждый день 200 миллионов животных. Сухопутных. 200 миллионов сухопутных животных ежедневно. Это получается 72 миллиарда
разных животных в год. 72 миллиарда животных в год. Наземных, потому что если включить сюда рыб а, и фермы, ну, у нас много очень, мы там с 5 на 10, да, если включить сюда рыб, всех, в том числе и выловленных, и разведенных специально на фермах, это число 7 с лишним миллиардов. Ежедневно человечество убивает для своего пропитания 7 миллиардов живых существ. Вчера, до того, как прийти сюда, вчера у нас была встреча. В Петербурге есть такой центр, Антон тут рядом, для детей-аутистов. И мы с ними что-то разговаривали как раз про животных, рассказывали просто разные истории. И совсем не говорили о разуме. То есть это такая была дружеская болтовня про животных. И вдруг, ближе к концу, одна девочка про себя под нос, качаясь, так и говорит: «Мне кажется, что люди злые, потому что неразумные, а животные добрые, потому что они разумны». Просто так, на пустом месте она это сказала. Ну, мы к этой теме еще вернемся. Сейчас, пожалуйста, следующую фотографию. И вот смотрите, это другая история, это про домашних животных. Ну, то есть те, которые призваны быть спутниками человека и жить. Из названия «домашний» значит «дома». Да? Вот парадокс, каламбур такой печальный. Бездомных домашних животных сосчитать невозможно. Ну вот мы там с месяца назад были в Грузии, и там ты просто идешь все время в своре бездомных собак. Однако, когда мы спросили, что же это такое, потому что они там упитанные, исследуют везде за людьми, очень-очень спокойные, но при этом создают это очень тяжелое, естественно, ощущение, их очень много в Тбилиси. И когда вот с этим внутренним состоянием мы там кого-то спросили, так несколько вызывающе, наверное, человек повернулся и сказал: «А знаете что, мы их просто не убиваем». Ну, во многих-то странах убивают, и бездомных животных их сосчитать невозможно, статистики практически никакой нет, но как минимум те, кто пытался, оценивают это число в десятки, если не сотни миллионов особей. Каждый год используется около 100 миллионов лабораторных животных, в том числе приматы. Понимаете, да, что это имеется в виду? Ну, люди очень любознательны же, да, и были специальные такие лаборатории, где использовали друг друга, там, Аушвиц, Освенцим и так далее, во время Второй мировой войны, где производились опыты над животными. Вот над людьми официально люди сейчас опыты официально не производят. Но есть животные, это не насекомые, да, а млекопитающие прежде всего, и не только мыши, в том числе и обезьяны. И ежегодно человек производит опыты с участием 100 миллионов лабораторных животных. Наши предыдущие усилия по... Следующую картинку, пожалуйста. Наши предыдущие усилия по... Сплошная радость. Ура. Да, по рассказу о дельфинах и китах, да, с акцентом на то, как они изменяют человека, что с ним происходит, с человеком после этого контакта, как они живут и так далее, привело к, вероятно, естественному развитию событий. Мы предполагали, что так может случиться, но когда это случилось, не ожидали своей реакции, честно говоря, на это, потому что сплошь и рядом в России, в Москве и в Петербурге начали появляться поездки, предложения о поездке к дельфинам в Красное море. Это то место, в котором мы познакомились первый раз с дельфинами, и то, что на нас произвело впечатление. И мы тогда членам своей экспедиции строго-настрого, понимая, к чему это может привести, строго-настрого сказали, что вы о своем опыте общения, контакта с дельфинами вы рассказываете, но место вы не называете, потому что такое место
Их есть несколько в мире, но это уникально тем, что там семья из 150 живет дельфинов, отдыхает, детей учат, школы там у них и так далее. Сейчас там в каждый день гораздо больше людей, чем дельфинов, и, конечно, это Там совсем другое риф общение. длиной 4 километра, и на эти 4 километра стоит 30 лодок. Вы можете себе представить, что это такое? И семья из 150 дельфинов, которые все, падая в воду и не зная ни кодекса, не соблюдая ни правил этого общения, ничего, бегут обниматься. У нас в нашей экспедиции даже были наши близкие друзья, которые все знали, и первый раз, пойдя в воду, первое, что они сделали, догнали дельфина, попытались его обнять, в прямом смысле слова. Но среди них уже порезанные винтами лодочными, там, эти Дельфины, да. дельфины и так далее. И, конечно, не происходит того, что когда-то происходило, потому что этого контакта не, ну, понятно, да, но для этого надо совершенно какие-то другие ситуации. И в результате вот эти свободные дельфины, они на самом деле, их жизнь превращена в дельфинарий. Да, где-то закрываются дельфинарии, а там открывается дельфинарий, но оттуда им больше некуда уйти. Это их дом. Да? И вот если не приобнять, так хотя бы поюзать, да, вот этих вот. Лодки, которые там периодически бывают, ежедневные экскурсии там есть такие, они просто людей, которые не умеют плавать, они нанизывают на веревочку, надевают на них жилеты, лодка идет по головам дельфинов, люди за ним медленно, люди за ней по веревочке тянутся и плывут сверху. Ну вот следующая фотография, пожалуйста. Вот это люди за инсайтами к дельфинам пришли. На самом деле выглядит еще все хуже, потому что концентрирование, да, когда есть там семья, то вокруг все и просветленные дайверы тоже туда же, и все это получается реальный суп. Если вам предстоит когда-то подобный опыт там или в другом месте, запомните одно: уважение к другому виду, не настойчивость, не инвазивность, не махать руками, не приближаться близко, никогда не пересекать направление движения поперек. И всегда смотреть... Особенно приходя к нему домой. И всегда смотреть, в каком они сейчас состоянии, спят ли они, школа ли у них, можно ли к ним сейчас идти, и готовы ли они вас обнять. Мы заканчиваем со вторым вопросом таким образом. Ну вот буквально тоже, видите, двумя-тремя примерами, как происходит общение с другими видами жизни. И переходим к третьему вопросу, чрезвычайно интересному. У нас здесь есть эксперты, собственно, представляющие этот вид, они нас поправят. Хотя мы, еще раз говорю, опирались на открытые и проверенные официальные источники. И третий вопрос – это жизнь внутри этого вида и, так сказать, взаимоотношения внутри этого вида, который вот столько всего потребляет, кушает, так сильно распространился. И, вероятнее всего, казалось бы, должен быть, ну, в общем, в шоколаде, да, при таком поведении. Как минимум, сытно есть и сладко спать, называя себя венцом природы и гомо сапиенсом. Можно следующую фотографию, пожалуйста? Вот смотрите, это еще один снимок из космоса, он гораздо более узнаваемый. Уже на подлете Земля провернулась, это не Тихий океан, да? И здесь, что здесь видно? Здесь видно невооруженным глазом, что на этой планете существует вид, который создал технологически развитую цивилизацию. Видите, сколько электричества, да, искусственного? Вот здесь вот города видны и так далее. Все светится, красота, просто Рождество какое-то. Вот. То есть это технологически развитая цивилизация. Из космоса видимая. И поэтому, конечно, прежде всего, вот при такой картинке хочется сказать: да, здесь есть разумная жизнь, ура! Здесь есть разумная жизнь, вот оно, сколько разума-то здесь, потому что без разума разве можно это сделать? Но еще раз говорю, мы пока с вами не договорились о критериях разумности, мы не можем спорить с тем, что на Земле технологически развитая цивилизация, но насколько она разумна, об этом попробуем сейчас поговорить. С 70-го года численность населения на планете увеличилась в 2 раза.
Это хорошая новость, я считаю, да, все плодятся и размножаются. И глобальная экономика за это время выросла в 4 раза. Люди стали богаче, да, вон оно как, кратно, с 70-го года. Ну вот оно и видно, видите, сколько электричества. А, Но вот это вот богатство, оно распределяется определенным образом, и я понимаю, что для многих это трюизм, но тем не менее совсем обойти какие-то цифры нельзя. Знаете, что самая крупная статья расходов, да, людей, вот как на что используется это богатство, это расход на вооружение. Ежегодно они составляют 2 триллиона долларов. 2 триллиона долларов. Чтобы было с чем сравнить масштаб, ну вот просто масштаб, ну чтобы понять величину цифры, да, государственный бюджет средних, ну, развитых европейских стран, имеется в виду не маленькие страны типа Прибалтики, например, Эстонии и так далее, но, конечно, и не такие страны, как Германия, а, скажем, вот любимые нами и дельфинами Греция и Португалия. Бюджет этих стран в год составляет менее, полный бюджет, менее 100 миллиардов. То есть на вооружение уходят ежегодно 20 бюджетов таких стран, как Греция или Португалия. Несмотря на то, что пандемия вроде как все заморозила, оказывается, не все. За это время глобальные расходы военные росли на 50 миллиардов долларов в год. Сама эта цифра, как говорят эксперты, ЮНЕСКовские, ООНовские и так далее, сама эта цифра, вот просто прироста ежегодного на вооружение, в 6 раз больше, чем необходимо для прекращения всего мирового голода. Но на прекращение голода этих денег нет, а на рост расходов номер один, на средства убийства на самом деле друг друга, да, вырастает даже во время пандемии. Число бездомных сейчас составляет 100 миллионов. Можно следующую картинку? Ну, просто чтобы не одна и та же вещь. Число живущих без каких-либо условий, да, ну, трущобы, без санитарных всяких норм и так далее, еще составляет 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда человек в эпоху расцвета технологически развитой цивилизации, и целью которой всегда провозглашалось создание общества всеобщего благоденствия. Да? 1,5 миллиарда человек живут без элементарных санитарно-эпидемиологических гигиенических условий. 800, миллионов человек старше 18 лет не умеют писать и читать. Ну, то есть до 18 как бы они еще учатся, взятки гладкие, да, а вот они достигают совершеннолетия, и 800 миллионов человек. Более 20%, например, в США с трудом умеют читать. Ну, то есть они испытывают трудности при чтении художественной литературы или даже газеты, да? Около миллиарда голодающих сейчас на планете, и одновременно с этим от ожирения страдает больше половины в некоторых странах. Можно следующую картинку какую-нибудь? То есть, понимаете, миллиард человек на грани истощения. Это официальные цифры. 2,6, да, 2,5 миллиарда при этом страдают от ожирения или как минимум избыточного веса. Это официально. Это не значит, что они слишком много и хорошо едят. Да? Это значит скорее, что они едят неверно, плохо и так далее. И, как правило, это фастфуд, и нет ни культуры питания, ни образа жизни Суммарно это нормального. треть практически населения, почти 2,5 миллиарда. Да, и третья цифра, ну вот 3 цифры интересны вместе, да, то есть миллиард человек голодающих, 2,6 миллиарда страдающих от избыточного веса, и какое количество продуктов питания ежегодно выбрасывается на помойку. Это треть от всех продуктов питания, то есть так все организовано в этой технологически развитой цивилизации, да, что при количестве людей плохо
едящих, да, на плохо кормящихся, или вообще испытывающих, ну, на грани голода, треть всех продуктов питания в домашних хозяйствах, в ресторанах, в магазинах и так далее просто 1 идет миллиард, на помойку. 1 миллиард тонн в год продуктов выбрасывается. 1 миллиард тонн, и кто-то не поленился, подсчитал, что если выбрасываемыми ежегодно продуктами питания заполнить 40-тонные грузовики, фуры, и поставить их нос к носу, то их потребуется, цифру не запоминаем, 23 миллиона 40-тонных грузовиков, которые 7 раз опояшут землю. Вот так вот. Это то, что выбрасывается на помойку продуктов питания ежегодно. Картинку покажите, пожалуйста, следующую. Да. Вот как-то так выглядит. Это второй вопрос вместе с третьим связали. Но на самом деле мы пропускаем 3 из 4 там каких-то цифр, они все какие-то такие невеселые. Ну, например, про образ жизни. Да, в ряде стран, прежде всего Юго-Восточной Азии, основной доход приблизительно 70% молодых женщин, 70% молодых женщин, дети, закройте уши, это проституция. Ну вот образ жизни, да, это для ряда стран это государственная проблема, да, количество беженцев, мигрантов и так далее. Что такое мигранты? Мы понимаем, да, это люди, которые оставили свои дома, они оставили своих родственников, они оставили свою культуру, потому что там стало невозможно и нечем жить. Их количество, несмотря на то, что, казалось бы, все перемещения заморожены пандемией, их количество точно так же растет ежегодно, и сейчас их насчитывается 280 миллионов приблизительно беженцев и мигрантов. Это 2 населения такой большой страны, как Россия, например. А теперь переходим к цифровой жизни. Скажите, пожалуйста, поднимите руки, у кого есть смартфон? У некоторых нету, да? У вас нету? Второй тогда вопрос. У кого нет смартфона? Нет, ни одной руки, да? Оказывается, у всех. Ну, на самом деле, не будем сейчас всех мучить, спрашивать, у кого есть 2 смартфона там, и так далее, потому что многие поднимают руки. Около 4% обладателей смартфонов используют его около меньше 1 часа в день. И около трети тратит на него больше 7,5 часов в день. Это практически рабочий день целый. Получается, что около 25 лет жизни без сна и отдыха суммарно все это выходит. Ну, Можете или представить? 100 дней, ну вот в среднем человеческое существо сейчас, да, 100 дней в год беспрерывно, да, это 100 дней беспрерывного использования интернета без сна, отдыха и так далее в год. А на Филиппинах и в Бразилии, например, это 9,5-10 часов в день. Ну и на самом деле, может быть, вы знаете, тут есть психологи, я вот вижу, и наверняка вы знаете результаты эти, когда проводились эксперименты, сколько и как чувствует себя человек, у которого отобрали или запретили пользоваться мобильным телефоном, да, и смартфоном. И на самом деле несколько часов это предел, после которого у большинства людей, судя по результатам этих экспериментов, очень сильное чувство тревоги, вплоть до суицидальных каких-то, если это сутки, да, на сутки он лишен, вплоть до появления мысли о суициде. За прошлый год зарегистрировано 500 миллиарда новых пользователей соцсетей. И каждый день регистрировалось 1,5 миллиона новых аккаунтов в сетях. Ну и, наконец, вот цифра, которая нас на самом деле ошеломила, мы несколько раз ее проверили, похоже, что ну вот, порядок как минимум такой, хотя она несколько преуменьшена. В 2022 году Тигра, в котором мы с вами находимся, все пользователи суммарно в мире проведут в соцсетях в общей сложности 2 миллиарда лет совокупного человеческого существования. 2 миллиарда лет за год, да, человечество в этом текущем году проведет в социальных сетях. Иначе говоря, за четверть века
За четверть века радикальным образом изменился образ жизни человечества, потому что четверть века назад ну, не было мобильных телефонов еще, в общем, да, практически не было и интернета, не было. И никто этого не заметил. Это ползущая такая история, которая перевела уже, по факту, перевела людей из оффлайна, как теперь говорят, хотя тогда и слов таких не существовало, в онлайн. Следующую фотографию, пожалуйста. Оказывается, выложено 1,5 триллиона фотографий за прошлый год. 1,5 триллиона фотографий. Из них там на 20% в год растет количество селфи, и на одного человека приходится в среднем около 500 селфи в год. Конечно, это образ жизни во всех областях изменился очень сильно. Но, например, в столь важном, вот опять-таки, к счастью, у нас здесь есть дети, да, как область образования. Образование целиком... Можно следующую картинку? Вот. Да. Образование. Естественные структуры образования совершенно поменялись, спонтанность поведения, соответственно, тоже поменялась. Сейчас ищутся какие-то новые формы, но пока они криво-косо, потому что везде есть свои недочеты и непонятно, чем все это наполнять. Пока все это структурируется, распространилась такая форма занятия или занятия времени, как мастер-классы. Оказывается, что теперь дети наши, дети людей, не могут сами ничем заниматься, их обязательно надо развлекать мастер-классами. Ну, то есть как правило. Раньше, как правило, дети сами себе придумывали какую-то игру, но то, что профессионалы называют самоорганизующаяся игра, да? Когда мы сами придумаем правила, мы по ходу, ну, то есть функция игры по Хейзинга, там, да, крупнейшие культурологи, Homo ludens, да, человек играющий, это то, что это раздвигание границ, это проба новых стратегий в жизни, придумать игру и попробовать себя в новых совершенно условиях. Для этого ты должен быть свободен и спонтанен в этой игре по Хейзинга, да? Иначе без свободы, спонтанности и творчества игра уходит, а без нее не формируется новая культура. Ну, помните эти выводы. Так вот, когда вместо сочинения вот таких самостоятельных правил приходит знающий профессионал, взрослый, методист, и говорит, правила этой игры такие-то, 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 да? Это принципиально другой вид обучения, вот, основанный на мастер-классах. Ну, а совокупность с тем, что вот мы только что сказали, показав там людей, подсмотренных нами где-то, стоит, молодые ребята стоят все, а вместо того, чтобы там флирт и так далее, каждый в своем телефоне. В школе сейчас, оказывается, на переменках вместо того, чтобы бегать, ребята стоят по стенкам, уткнувшись в смартфон. Очень тихо. Система аттестации тоже изменилась, да, то есть нет варианта креативности, а есть только выбор из указанных пунктов. То есть между этим не существует свободного мышления, как в массе, да? Но все больше и больше, нет, конечно, есть исключения. Во всем есть исключения, об этом мы сейчас поговорим, иначе бы это было нечестно. Вот. Но все больше и больше любые системы аттестации, и детские, и взрослые, они основаны на выборе, да, я вижу, они основаны на выборе одного ответа из предложенных, да, правильного ответа из предложенных вариантов. То есть между ними ходить некуда, между ответами, которые тебе предложили, у тебя нет, просто ты не можешь сам сформулировать, от тебя уже не требуется сформулировать самостоятельно вариант ответа, или как-то иначе его сформулировать, он предзадан. Да? Целиком. В некоторых странах фактически целиком распад социальных связей. Следующая картинка, пожалуйста. Несовершеннолетним закройте глаза. Да, и кризис одиночества. В Японии это самая распространенная проблема. Люди не живут друг с другом, не встречаются, они живут с куклами. Ну, специалисты... Живут с куклами дома. Специалисты говорят о глобальной сексуальной рецессии, когда по всему миру снижается, ну просто на глазах и ежегодно, есть катастрофические темпы и масштабы падения
естественной оффлайн, скажем так, социальной активности, потому что и в этой области тоже есть куча предлагаемых виртуальных суррогатов, да, но в результате в таких странах, где действительно очень острое это, но в остальных то же самое, просто с опозданием там, ну, Но 3 года. В Японии, например, половина взрослых людей одиноких от 18 до 35 девственники. Ну, давайте следующую фотографию просто тогда. Да. Ну, вот это слово прозвучало уже, да, то есть при перенаселенности крупных городов, в которых живет сейчас в мегаполисах большая половина человечества, и, казалось бы, при этой плотности коммуникаций, взаимоотношений, ангажементов социальных разных и так далее, одна из самых главных проблем, которые фиксируются во всех странах, это проблема одиночества. Люди жалуются на одиночество. Причем не только те, которые живут с куклами, а те, которые формально находятся в браке. И тем не менее, в браке и внутри семьи люди жалуются на одиночество. Чувство одиночества становится, ну, по всем опросам, одной из основных проблем настолько, что вы слышали, да, одна страна за другой уже ввела или вводит, или обсуждает введение поста министра по одиночеству. В России 45 миллионов одиноких людей зарегистрировано. Ну, понятно, что это больше трети населения, на самом-то деле. Это официальные данные. А больше четверти заявляют, что у них нет ни одного друга. Давайте следующую картинку. Вот, Маруся, еще раз спасибо огромное за наши вчерашние несколько часов, проведенных в этом центре. Антон здесь рядом, да, или Антон тут рядом. Смотрите, и она есть, эта статистика, но очень редко ее публикуют, потому что вот это пандемия, друзья. Вот это настоящая пандемия, потому что расстройство аутистического спектра, да, так называемое РАС, растут со скоростью плюс 20% ежегодно, ну, 15-20% ежегодно. В 2000 году всего лишь, да, это была уже серьезная проблема. 1 из 2000 детей рождался с расстройством аутистического спектра. 1 из 2000. Это довольно много. Через 5 лет после этого, в 2005 году, 1 из 300. Сегодня 1 из 50. 1 из 50 детей, да, рождается так или иначе с расфокусировкой внимания, трудностями социального общения, трудностями по способности восприятия эмоционального состояния ближнего, поддержания контактов и так далее. Да, это довольно широкий спектр этих проблем, но они существенные для коммуникативных возможностей человека. Ну и, наконец, по прогнозам, существующим сейчас, если будет так продолжаться дальше, то, ну, с такой же, примерно с таким же темпом, то через 5 лет это будет каждый второй ребенок. Нам не хочется делать никаких домыслов, мы сами не можем их делать, да, но просто нам не встретилась цифра, что будет при этих прогнозах через 7 лет. Если через 5, каждый второй. В среднем каждый четвертый страдает таким или другим Следующую картинку покажите, пожалуйста. Психическим расстройством. 25% населения Земли страдает депрессией. Столько же страдает фобиями, страхами, невозможностью сосредоточиться, расфокусировкой сознания, приступами агрессии, паническими атаками, эмоциональной депривацией и так далее и тому подобное. Да? Такого рода диагнозы, как слабоумие, все чаще и чаще встречаются. Все это накладывается на то, что в мире сейчас эта статистика, как правило, очень сильно занижается, но официально как минимум 300 миллионов наркозависимых, то есть те, кто не просто от случая к случаю когда-то пробовал, да, что называется, а употребляет серьезные наркотики постоянно и регулярно. 300 миллионов. И каждая сотая смерть в мире считается от самоубийства. И суициды уносят примерно, ну, фактически там больше получается человеческих жизней, чем война, эпидемия и так далее.
Ну, это более миллиона человек в год, да, мы видели цифру 20 миллионов попыток самоубийства в год. И за 50 лет этот показатель вырос на 60%. А страх прожить бессмысленную жизнь считается одной из самых серьезных фобий сейчас. Не одно из самых серьезных, вышло на первое место в ряде европейских стран еще до пандемии, а сейчас все усугубилось очень сильно, да, там 3 года назад впервые мы увидели цифру, что страх прожить бессмысленную жизнь среди экзистенциальных страхов вышел на первое место, то есть он опередил даже страх смерти. Страх прожить бессмысленную жизнь, то есть это потеря смыслов, потеря ориентиров, потеря... да, ну, следующую картинку, пожалуйста. Хочется как чуть-чуть переключить, сейчас переключим, и время того требует. Я не знаю, видели ролик, ролик, где там собачка, и вот этот вот, ну, смешной какой-то ролик, а она там рискует упасть куда-то, и человек за кадром говорит: ты туда не беги, а то будет фиаско. Она туда падает, и голос за кадром такой: это фиаско, братан. Так вот, это фиаско, братан. Мы, как могли, ответили на 3 вопроса обязательной программы. Отношения с планетой в целом, отношения с другими видами жизни, отношения с внутри собственного вида, образ жизни внутри собственного вида, да, и вот это фиаско, это коллапс на самом деле, да, и технологически развитая цивилизация с таким количеством сумасшедших, с таким количеством истощенных, с таким количеством бездомных, с таким, ну и так далее, да, это, но на самом деле речь идет о глобальной гуманитарной катастрофе и темпы которой совершенно не сдерживаемы. Это были 3 обязательные вопроса нашей программы. И помните, вначале мы сказали, укладываемся, мне кажется, и вначале мы сказали, что, ну, есть же еще произвольная программа. На самом деле, друзья, произвольная программа, ну, фактически это, знаете, как на экзаменах при прочих равных. Помните, в университет поступаешь, да, тебе говорят, что вот при прочих равных еще там харизма, или как бы ты можешь сплясать, или ты, ну, в общем, понравился, а еще симпатичный абитуриент и так далее. При прочих равных, когда 5 человек все сдало на 5, да, там, например, или проходной балл у 5 человек одинаковый, а можно взять только 3, например, или 1, то тогда при прочих равных играет произвольная программа, что а еще я вышиваю крестиком, например, ну какое-то вот такое вот, да, не то, что необходимо, но то, что может повлиять на решение при прочих равных. Вот, по большому счету, когда у тебя по обязательным 3 предметам стоят 3 двойки, бессмысленно обсуждать, казалось бы, произвольную программу. Но нам-то ничего не остается с вами, потому что, а вдруг, да? А вдруг? Потому что, да, это 3 двойки. Это то, что из чего в рамках системы координат, которую цивилизация избрала, бессмысленно думать, что сейчас соберется там какой-нибудь, вот новые люди войдут, там, не знаю, в ООН, да, соберутся на ассамблею ООН и придумают, как улучшить эту ситуацию. Эту ситуацию улучшить нельзя в рамках этой системы, она неулучшаема. Может быть только что-то совсем другое. Вот только принципиально другое. И вот это произвольная программа. Произвольная программа – это когда здесь нечего переделывать, да, и нужно понять, что здание этой цивилизации построено на вечной мерзлоте, и сейчас климат как бы с очевидностью растаял просто, да, поэтому делать косметический ремонт любой этого здания ни к чему не приведет. Но тем не менее, может быть, есть что-то такое, что не необходимо для выживания в этой ситуации, но необходимо для жизни. Понимаете разницу, да? Вот. Это то, что не от животного, а от жизни. И то, что, тем не менее, есть в природе того вида жизни, о котором мы с вами сегодня говорим, который называет себя человеком разумным. И при этом вот человечество всегда индивидуально у каждого
бывают столкновения или с ситуациями, или внутренние ощущения и переживания, которые целиком и полностью выходят за пределы описываемого пространства. То есть ты не знаешь, что это такое, как правило, это называют там пиковыми переживаниями, такими пограничными опытами или ощущения там вдруг эйфории, счастья, Следующую того картинку, пожалуйста. пресловутого счастья, которое всеми силами и методиками человек пытается добиться. Удивительные, естественно, проявления творчества, удивительные проявления организма человеческого, долгожительства или умения, которые не считаются признанными, ну, там, а-ля телепатии или так далее. То, что все время выводится за пределы консенсуса и либо элиминируется, ну, то есть как будто этого нет, либо отторгается, то есть все эти случаи редкостей и исключений, тем не менее, продолжают случаться с человечеством. Ну вот эта картинка отзывается формально там, на слово «тупик». И, в общем, речь, конечно, идет о тупике, да, потому что все заехало, и дальше бессмысленно надеяться на то, что можно дальше продолжать это движение. Оно уперлось в то, что рельсов нет, и более того, там дальше почва такая, что рельс негде класть, не из чего и негде, там дальше ничего не поедет. Но мы пытаемся увидеть в этом не просто непроходимую ситуацию, да, и нерешаемую, а на самом деле некоторый ресурс того, что рельсы кончились, но там дальше есть что-то живое. И поэтому живому просто нельзя больше, но поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. Это не значит, что уже я цитировала девушку, которая говорит, нас ждет конец, там, да, конец этого пути, точно совершенно, он настал. Поезду дальше негде идти, но можно освободить вагоны и избрать другой способ, другой принцип, другую природу, возможно, можно, да, другой способ движения, другие ориентиры, другие смыслы, другое содержание, которое сейчас не о чем было бы говорить, если бы не то, что вот Николь только что назвала, когда сказала, есть редкие случаи, тем не менее, то, что называется исключениями из правил. Про правила мы сейчас все рассказали уже, да, но из каждого правила есть исключения. Они очень редкие, они на самом деле воспринимаются как угрожающие системе, поэтому либо их не замечают, либо их просто выкорчевывают и с ними борются. Но, тем не менее, эти исключения есть. Тогда, когда люди говорят о редких случаях ощущения, которые ни с чем спутать нельзя и которые не цифруются, да, это ощущение полноты жизни, это ощущение счастья, это ощущение радости. И когда они описывают, оперируют этими понятиями, они вступают в зону совершенно другого мышления, другого способа существования и другого языка, несанкционированного вот этой системой, которая, ну вот, в которой мы приехали вот, к этой ситуации. Следующую картинку, пожалуйста. Ну вот, да, например. И те, с кем мы встречались, вот Денис сейчас вспомнил, что встречались здесь полгода назад приблизительно, и там была специальная тема такая у нас. Мы говорили о другой теме, как о правилах исключения, да, то есть есть редкие случаи исключения из правил, и мы говорили тогда, что вот интересно в них заглянуть, потому что эти шкафы в Нарнию, эти там белые дыры, эти кроличьи норы в несанкционированное пространство дают возможность предположить, что в природе человека есть что-то совершенно другое. Есть другая система ценностей, возможно, есть другие связи с миром, с собственной жизнью, с окружающими и так далее, ну, те самые три вопроса, да, и база их, да, это не база того растаявшего фундамента, на котором технологически развитая цивилизация строилась, а нечто совершенно другое. Так вот, у нас есть гипотеза, которую мы предлагаем, понимая, сколь наши вот эти
усилия смешны после 3 двоек, полученных по обязательным предметам, и тем не менее, поскольку нам не за что больше цепляться, то мы предлагаем гипотезу, которая звучит буквально образом, буквально следующим образом. Человек — это что-то другое. Человек — это не то, что его привыкли о себе думать. Человеческое существо на самом деле представляет собой нечто иное, и это является главной тайной современной цивилизации, которая очень охраняется, потому что если вдруг человек поймет, что мы говорим, представьте себе волшебную палочку, которая ввиду принятой системы цивилизации привыкла считать себя бейсбольной битой. Это один и тот же предмет, да? Но она думает, что она бейсбольная бита. Вот только для этого, понимаете? Она на самом деле волшебная палочка, но она вообще про это ничего не знает. Более того, самоуправляемая. Бейсбольную биту кто-то берет, и она для того, чтобы бить, да? А это самоуправляемая волшебная палочка, но ей об этом не только никто не сказал, да? А эту тайну хранят система медицины, система образования, политика, экономика, коммуникация и так далее, так далее, так далее. Да? Она очень сильно охраняется, и потому что раскрытие ее представляет собой колоссальную угрозу для всей вот этой вот технологически развитой цивилизации, цифровизации и тому подобное. И осознание этого есть выход из суггестии. Есть единственная возможность выйти из этого морока цивилизационного гипноза, в котором еще раз, да, остается, видите, вот мы сейчас говорили про рост там безумств, да, психических проблем и так далее, которые 3 года по официальным данным, 5 лет, понимаете, и каждый второй. Поэтому времени-то нет реально больше. Что дальше мы переходим к совершенно произвольной программе. Произвольное — это то, что в данном случае мы имеем в виду, то, что не необходимо для биологического выживания. И произвольно — это значит спонтанно, да, случайно, это неуправляемо, это не по приказу. Это означает и правда, что делать-то, и для этого собрались. Да? Спасибо большое. Но мы сразу предупредили, что прежде чем будем думать, что можем сделать, нам необходимо пройти для кого-то известное, для кого-то в таком сочетании неизвестное, да, рассмотрение дела. Мы это сделали, и сейчас говорим вот что. Вот смотрите, вся эта цивилизация, да, которая к этому привела, она основана на некоторых, мотиваторах или драйверах, да, у нее есть некоторое количество глаголов, важных для нее. И мы сейчас предлагаем сделать вот что. Вот нам представляется, что в этой гипотезе о том, что человек — это нечто другое, существует очень небольшое число исключений, для которых есть, как в школе, помните, говорили, есть проверочные глаголы. Есть проверочные глаголы. Глагол вообще самая сильная часть речи, и среди глаголов есть очень небольшое число удивительных, которые не имеют повелительного наклонения. Это означает, то есть что наклонение это может быть повелительное, но результирует это уже в изменении этого действия. то есть формально есть, да, но смысл не имеет. Это означает, что эти глаголы обозначают действия, которыми нельзя повелевать, да, которые не имеют директивного модуса. Когда тебе извне не могут сказать «делай то-то», и ты сделаешь. Невозможно, бессмысленно. Более того, приказать-то могут, но это неуправляемый извне процесс. Да, это неуправляемый процесс. Более того, он неуправляемый изнутри. Мы даже себе есть какое-то количество действий или глаголов, да, вот этих проверочных глаголов, которые выводят в пространство исключений, в котором можно двигаться, хотя рельсы кончились, да, но совершенно иначе двигаться. Да. Есть глаголы без повелительного наклонения, они являются проверочными, их немного. Мы были бы благодарны, если бы вы предложили их. Любить. Любить, да. Верить. Да.
Что? Дышать? Дышать? Дышать можно произвольно и задерживая дыхание. Как? Хотеть? Хотеть, желать, желать, да. Кстати, правда. Заставить себя желать, Невозможно, да, это правда, да. думать. Бр- Ну, чувствовать тоже верно. Интересоваться, да. Да, Интересоваться, да. прекрасно, спасибо. Интересоваться А? по заказу никак нельзя. Мечтать? Туда Мечтать, же, туда же, мечтать или воображать невозможно. туда же. Я считаю, что достаточно. Вот смотрите, то есть на самом деле, Еще сюда же играть на самом деле, да, да, потому ну что конечно. если заставить это и описать правила, это уже не спонтанный процесс. То есть на самом деле А? действительно творить, Творить, да, творить, творить. конечно, да. На самом деле их едва ли наберется дюжина, по большому счету, потому что, но тем не менее, если, ну, то есть есть глагол, формально разные глаголы, есть глагол хотеть, есть глагол желать, но мы говорим об одном и том же действии, да, желать сильнее. То есть, вообще говоря, их наберется, ну вот, ну, с нашей точки зрения, дюжина. И это 12 глаголов, в которых человек живет совершенно иначе. Я предлагаю сейчас остановиться, да, на этом. То есть мы поняли, о каких глаголах идет речь, да, но на самом деле есть... Вообще-то, извини, пожалуйста, вообще-то все, наверное, привыкли, правда, в другом контексте встречать эту троицу, возглавляемую матерью их, мудростью. Да? Вера, надежда, любовь и мать их Софья. И неспроста, на самом-то деле, знают об этом практически все, только с этой точки зрения редко кто может на это посмотреть. То есть, вообще говоря, это еще одно определение разума, потому что мы, начиная, я не знаю, сегодня сказали или нет, но мы это там десятки раз, вот в том числе и здесь говорили, что если у людей нет определения разума, но тем не менее у нас с вами оно должно какое-то быть. И первое, с которого мы начинали, оно очевидное. Разум есть способность опираться на силы мира без разрушения этого мира. С ним трудно спорить, потому что если ты разрушаешь собственный мир, да, пользуешь его, это вряд ли разумное поведение. И здесь у человечества стоят три двойки, мы это видели. Но сейчас мы приходим к другому определению разумности, как возможности, рельс кончились, да, а дальше образа будущего, вытянутого из прошлого, больше нет у человечества, но его нет. Да? Вот, все сейчас и политологи, и экономисты, социологи, психологи и так далее говорят, впервые в истории человечества нет образа будущего, ни ложного, ни не ложного, никакого нету. Кончился, да? Так вот, второе определение разума – это возможность конструировать желаемое будущее, возможность выбирать будущее из всех возможных, выбирая его, естественно, самым добрым, самым радостным, самым благодарным. Кстати сказать, в этих глаголах есть еще такие, как испытывать радость. Невозможно заставить. Да? И это проверочный глагол, потому что радость – это насквозь. Заставить человека испытать удовольствие легко. Но удовольствие и радость – это вещи совершенно разного порядка и разной природы. А верить – это знать, что существует что-то незримое. Вот один из Ну, потому что вариантов. древний перевод старославянский, помните, вера есть извещение уповаемых и уверенность в незримом. Да? Современный перевод такой: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в незримом. Здесь есть важный еще проверочный момент, скажем, да, все, о чем мы сейчас говорим в качестве вот этих вот выходов в неведомое, это новое пространство, в отличие от того, что принято как основной метод в научной, технологической цивилизации и так далее, невозможно померить, как бы сказать, объективно, да, потому что все это субъективно. Человек в радости может быть только субъективен. Это он знает о себе, что он испытывает, он ведает радость. Да? И замерить это каким-то образом, так же, как и извне приказать, повелеть это, испытать, невозможно и бессмысленно. То есть все, о чем мы говорим сейчас в этой произвольной части, принципиально не цифруется. Вообще не цифруется. И оно потому что оно принципиально не высчитывается на два счета, и оно не может быть объективным. Потому что здесь человеческое существо остается
Ну, помните, да, известно, что нельзя поротно и побатальонно сквозь игольное ушко. Поэтому вот если ты идешь там к киту, например, общаться, да, но тебя туда повезли специалисты по трансформации длинным большим строем, да, ты, неся на плечах этого верблюда, сквозь игольное ушко никак не пролезешь, да, то есть это совершенно субъективное переживание, в противном случае оно выхолощенное, и его нет. И этим это отличается принципиально от всех подходов к искусственному интеллекту. Искусственный интеллект возможен, и не наша тема совсем обсуждать, хорош он, не хорош, страшен или не страшен. Искусственным может быть интеллект. Разум не может быть искусственным. Разум, вот мы дали сейчас 3 определения уже разума, да, и они все принципиально естественное. Так вот, человек — это носитель этого естественного разума, который есть в том числе, который включает в себя, как первое из 3 уповаемых извещения, то есть осуществление желаемого, для которого необходимо видеть незримое. А вся наука и цифровизация не видит незримого и не может, естественно, туда ходить. Так вот, заканчивая, у нас как раз останется необходимая, там, возможно, да, эта история, ради которой собрались, вытекающие из этого нашего основного предположения о том, что человек — это что-то другое, это волшебная палочка, а не бильярдный кий. У нас есть следующая гипотеза техническая. Она в том, что антропоцен, с которого мы начали, да, это нынешняя ситуация, нынешняя эпоха Земли, антропоцен потенциально может быть антропогенезом. То есть здесь рождается человек настоящий. Вот в этой точке бифуркации ему необходимо, понимаете, белым по белому невозможно писать. Необходимо сначала пройти вот эту вот дико болезненную историю, которая сейчас, вероятно, завершилась так или иначе, и либо человечество на ней завершается, там дальше нет путей, либо оно понимает, что на самом деле по природе своей оно есть нечто совершенно иное. Это произойдет, если произойдет и то, и другое стремительно, очень быстро, и вообще говоря, не при жизни наших праправнуков, а вот в ближайшие годы, потому что любая точка бифуркации, она потому и точка, что это не процесс, надолго растянутый по времени. Другое дело, что для человеческой истории, для одного человека 5 лет — это довольно большой срок, например, да, но для человеческой истории понятно, что это миг, и вот эти вот ближайшие годы — это та точка бифуркации, которая решает эту историю. И у нас сегодня слушается дело о признании разумности или неразумности человеческого вида. И прежде чем приступить к голосованию, потому что у нас будет голосование, как обычно, маленькая пауза необходимая для того, чтобы понять, за какой вердикт проголосовать. И еще несколько картинок у нас есть. Можно следующую историю включить? Знаешь ли ты, что летают обычные люди? Сонный швейцар и садовник с веселой улейкой, что зебры и пони с коротенькой челкой ночью беседуют о длинношеях жирафах. Веришь ли ты, что деревья и мысли ты помнят, что неспроста даже глупый слоненок красным песком осыпается после купания? Знаешь ли ты, как в неволе тоскуют тарпаны и наслаждаются полной свободой дельфины? Слышал ли
знака небесного вечные страсти. Слышал ли ночью, как гулко стучит в металловской долине? Байрона сердце, он грекам завещал его после смерти. Полон звука непрочитанных книг и открытий. Помни об этом и не забудь, что летают обычные люди. Браво! Браво! Друзья, у нас очень просто организовано для желающих, естественно, у нас очень просто организовано голосование. Вот здесь вот такие бюллетени, их достаточное число. Здесь есть необходимое число ручек. Мы просим всех, кто готов принять участие в голосовании, подойти и на листочке, просто чтобы нам не тратить время, написать цифру 1, цифру 2 или цифру 3. Это можно раздать, на самом деле. Это легче передам, всего. если- Да? Ну, сейчас, секунду, можно я это говорю? Да. Цифру 1, цифру 2 или цифру 3. И цифра 1 это означает, да, я считаю человечество нынешнее разумным видом жизни, способным успешно жить на этой планете. Это цифра 1. Цифра 2. Нет, я считаю нынешнее человечество безумным и непосредственно угрожающим всей жизни на планете, в том числе своей и планеты в целом. И цифра 3 означает, что, понимая все риски, ну, необратимые в том числе, тем не менее, я полагаю, что существует надежда на очень быстрое, радикальное изменение человека, который приводит к настоящему раскрытию человеческих возможностей, и поэтому я голосую за отсрочку, за предоставление еще одного шанса человечеству этому сейчас. Вот что было бы, если бы наш с вами сегодняшний мысленный, скорее, эксперимент, такой, как мы говорим, иммерсивный сидячий карнавал, сейчас же эпоха карнавалов начинается как раз вот в эти дни всегда, да, а карнавал, помните, что такое карнавал, да, карнавал всегда и венецианский, и бразильский, какой угодно, карнавал это пауза между прошлым, да, ну потому что сезон закончился, Земля обернулась, природа изменилась, и наступает новое время года, и оно еще не наступило. Да? И вот эта пауза между прошлым и будущим, это карнавал, в который люди надевают маски и устраивают нечто, что позволяет выйти им из привычных ролей, сменить обычный, приевшийся вот этот вот замыленный уже взгляд на будни, и таким образом оказаться готовым к новому сезону и к восприятию нового. Поэтому у нас вот такой вот карнавал, который, конечно, игровой, как все карнавалы, но при этом и серьезный, потому что в нем есть доля возможности представления того, что вот действительно, вот смотрите, межгалактический конгресс, и они прилетают, а здесь вот такой, и первое, что они видят, это же радость какая колоссальная. 1,5 миллиона видов жизни, технологически развитая цивилизация, дельфины и киты в морях и океанах. Счастье-то какое, смотрите.
да, а потом они сюда выгружаются и начинают знакомиться со своими вот этими вот критериями разумности и как минимум 3 очевидными определениями, которых почему-то у человека нет. Того, что такое разум. Мы сейчас их 3 сформулировали. И принимают такое решение. И это решение, наверное, как-то выразится в организационные меры. Очень просто. Первое, да, разумно. Второе, нет, безумно. Третье, еще один шанс. И Сашу Единорога мы попросим все это очень быстро посчитать, и у нас будет вердикт.